Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Домбровский. Я персональный наставник, психотерапевт, гипнолог. Я помогаю людям разобраться в собственной психике. Обучаю навыкам работы с подсознанием. В общем, учу людей извлекать ресурсы из собственного мозга. Поехали! Сегодня мы поговорим о самом необычном феномене гипноза – постгипнотических программах. Что это такое? Опустите ручки, смотрите на руку мою, медленно глазки открываются, проваливаемся в состояние легкости, забудя глубоко. Спать. Слушайте меня внимательно. Я вычеркиваю из памяти ваше имя. Не помните, как вас зовут, имени никогда не было у вас, паспорта никогда не было. В детстве вас просто «Эй» называли. И более того, снимите, пожалуйста, кольцо это. Вот это вот кольцо снимите, отдайте мне, пожалуйста. Я вычеркиваю из памяти то, что у вас были кольца. Вы не любите украшения, не любите, когда у женщин на руках вообще кольца находятся или еще какие-нибудь украшения. Просто ненавидите, терпеть не можете. И украшения просто не принимаете ни в подарок, не покупаете никогда, потому что просто это вас бесит от всяких украшений, колец, цепочек там и так далее. Медленно откроются глазки, голова становится чистое, ясное сознание. Вот, хорошо же отдыхать, да? Вы зал нормально-то видите? Да. То есть вы адекватно, меня нормально видите? Да. Вы же не под гипнозом, не под каким-то нормальным состоянием, да? Да. То есть уверены, да? То есть уверены, вот видите, там люди сидят, да? Вот в какой кофточке вот женщины? В розовой. То есть адекватные абсолютно, да? А если спросить, как вас зовут? Сергеевна. Сергеевна? А так вот вас называют Сергеевна, что ли? Эй. Просто эй. Так странно как. Эй. Просто эй. Эй, Сергеевна. Просто эй, Сергеевна, так что ли? Вот, да? Ладно, эй, Сергеевна. Вот, Сергеевна, скажите, пожалуйста, вот у женщин, я бы хотел вам преподнести небольшой подарок, вот кольцо, например, как вам? Зачем? Красивое у меня есть колечко, такой перстенек, вот будет в память о нашей встрече. Это подкуп, это что? Я не понимаю, зачем оно мне? Подкуп? Почему подкуп? Не нравится? Нет, вообще. Отвратительное кольцо, безвкусное такое. Да, серьезно, что ли? Не нравится? Вы думаете... Мне не нравится это украшение. Вообще. То есть не берете, да? Вы при всех говорите, что вы не принимаете от меня подарок? Не надо мне этого кольца. Спасибо. Все, внимание, сейчас снимаю все свои программы. Когда откроются ваши глаза по моей команде, вы все будете помнить очень хорошо. Как вас зовут? Софья. Мое кольцо? Ваше, да? Да. А что оно у вас делает? Вы думаете, что вы уникальная и неповторимая личность. А я же утверждаю, что как только вы начали понимать слова, вы стали подвергаться различным внушениям, которые в результате и сформировали ваш уникальный характер, ваше отношение к миру, ваши убеждения, мораль, этику, ценности и все остальное. То есть вы являетесь просто набором постгипнотических программ. Но далеко не всем понятно, что такое постгипнотическая программа и как она работает. Сегодня мы поговорим именно об этом. Итак, что же такое постгипнотическая программа? Во всех телепроектах и выступлениях, в которых мне довелось участвовать в качестве гипнолога и гипнотизера, основой сценариев являлся как раз именно этот феномен гипноза – постгипнотическая программа.
Постгипнотическая программа в гипнозе – это своеобразная инструкция или идея, которую человек получает во время гипнотического транса, но которая должна быть выполнена уже после выхода из этого гипнотического состояния. Представьте себе это как записку, которую вы пишете для себя перед сном. Утром, проснувшись, вы читаете эту записку и выполняете все то, что написано в ней. В случае с постгипнотической программой записку пишет гипнотизер, и находится эта записка в вашем подсознании. И самое необычное, вам кажется, что эту записку написал не гипнотизер, а вы сами. Давайте рассмотрим постгипнотическую программу на одном примере из телепроекта «Что ты делал в прошлую пятницу?», «Що ти робив минулої п'ятниці?». Итак, проект снимался в Киеве следующим образом. Каждую неделю примерно из 300 человек мы отбирали героя программы. Это был человек, который мог входить в самую глубокую гипносомнамбулическую стадию, в 30-ю стадию по таблице Хузбен-Дэвиса. Находящемуся в такой глубокой стадии человеку легко стереть память о происходящем в гипнозе, а также легко внушить так называемые отрицательные галлюцинации. Это когда человек просто не видит рядом с собой человека с камерой оператора и звукорежиссера. Заранее мы выясняли, чего именно боится человек, какие у него есть страхи, фобии, и потом на основании этого анализа мы придумывали сценки, чтобы продемонстрировать, как в гипнозе можно перепрошить мозг. Давайте посмотрим фрагмент этого выпуска. Чтобы не прерывать, я объясню вам заранее, что происходит. Герой нашей программы Сергей Поздняков жутко боится высоты. Вначале вы увидите, мы стоим у автомобиля, в котором я гипнотизировал нашего героя. Сергей находится в глубоком трансе. Я задаю ему постгипнотическую программу. Понятно, что редакторы убрали все лишнее, чтобы не затягивать, но на самом деле постгипнотическую программу я задаю в течение нескольких минут. Я внедряю в подсознание нашего героя мысль о том, что он подполковник МЧС, сильный, отважный спасатель с 10-летним стажем работы. Я как бы заменяю его личность на личность другого человека с другими противоположными качествами характера. Далее я вывожу его из транса, и все. Сергей больше не в гипнозе, он в обычном состоянии сознания. Начинает работать постгипнотическая программа. Там, где вы будете видеть кадры в зрительном зале, где Павел Воля общается с нашим героем, это так называемая студийная часть проекта. В этой части наш герой не помнит, что он делал в прошлую пятницу. Я стер ему в гипнозе воспоминания о всех событиях. Герой видит себя со стороны впервые. Здесь важна реакция героя. Обратите внимание на его эмоции. Зачастую наши герои не могли поверить в то, что они все это делали. В этом фрагменте хорошо видно, как удивлен наш герой тому, что с ним происходило. Давайте посмотрим этот фрагмент, и потом я дам кое-какие пояснения. Смотрим. А прыгать с высоты? Не, Высоты боитесь еще тоже? безумно боюсь. Сергей, вы прямо кладезь. Как только я дотронусь до вашего правого плеча, у вас начнут открываться глаза, и вы будете в полной уверенности, что вы подполковник МЧС, который находится на важном спецзадании. На 5-м этаже самоубийца хочет спрыгнуть с балкона, и вы специалист, психолог по переговорам с самоубийцами. Вы будете видеть меня как своего стажера, лейтенанта Дмитрия. Глазки открываются. Где этот дурик? Вот он. Вот дурила. Это ёшкин кот. Сейчас, Ты что чё? делать? Вы знаете, что говорить? Да успокойся, блин. Все нормально? Я тебя говорю, я уже видел такое. Давайте. Да? Давайте, с Да, вами. садись. Ага. Это не думай, хренов Спайдермен. Спайдермен какой-то. Натянул маску. Ну, ты- Фигурант. Да, но он может прыгать.
Он Что, может боишься, прыгнуть. что ли? Не, я нет. Ну, я так Первый раз? чуть-чуть. Да, я первый раз. Ну, смотри, А у меня вы, такое товарищ уже было. подполковник, вы давно работаете, да? Да уже лет 10 дуриков вот 10. таких вот снимаю. Ты не прыгай, а подожди. -то. Да он какой-то сумасшедший. Нам передали, что это какой-то сумасшедший. Ну ничего, сумасшедших лечат. Ну как его вылечить? Здорово. Он вообще Ваня. пьет, он пьяный, смотрите. Он пьяный. Ты чё, что случилось-то? Рассказывай. Что с тобой-то? Здорово. Рассказывай. Он пьяный, товарищ подполковник. Смотрите, я не знаю, Ну что ты думаешь? Жизнь прекрасна. Ёлки-палки. Вот так вот. Вот вам и елки-палки. Дмитрий, у меня такое ощущение, что вы в этом сюжете боялись высоты больше, чем Сергей. Ну, честно, я даже честно признался, товарищ подполковник, я говорю, я еще на первом задании боюсь высоты. Там, если это будет, вы мне ответили красиво очень, товарищ подполковник. Просто красиво ответили. Ответ был просто шикарный. Город. Какой вид? Ты погляди, просто погляди. Красота. И ты хочешь вот это бросить? Товарищ подполковник, вы вот так не Каждому боитесь, я опасаюсь, человеку. как-то мне страшно. Да смотреть. не, я уже 10 лет работаю. так Нормально. что, да, отлично. Ты не Ну, бойся. привыкну. Не ссы в компот. Давай сейчас Вот он ты, тот самый ответ. Лен, вместе с тобой пойдем в кабак и оторвемся так. Было ли написано в глазах или в поведении то, что человек боится высоты? Что Нет, он- этого ничего не было. Он работал очень уверенно. Он просто вот смотрел вниз, даже порой мне было страшнее, чем ему. И еще один фрагмент этого видео. Здесь я убрал нашему герою Сергею страх пауков. У вас есть какие-то фобии, боязни, Да полно масса целая. масса? Вот даже прочитаю. Арахнофобия. Знаете, что это Да, такое? это безумно. Друзья, если кто-то не знает, что такое арахнофобия, это боязнь пауков. Правильно? Безумно. Как только я дотронусь до вашего правого плеча, вы будете абсолютно в полной уверенности, что вы профессор. 10 лет вы исследовали проблему, можно ли научить пауков говорить. И вдруг сегодня, через 10 лет, ваши помощники сообщили вам, что наконец-то паук Аркадий заговорил. Вы окажетесь в своей любимой лаборатории, где ваши абсолютно милые, прекрасные создания, ваши любимые пауки, которых вы любите как родных детей. Я буду представляться вами младшим научным сотрудником Дмитрием Домбровским. Краски открываются. Сергей Николаевич, чудо! Смотрите. Ну, Аркадия мы покажем. Это Вашечка. И Вашечка, да. Нравится, да? Ну чего? Хороший. А вот смотрите, Петрушка, Петр. Петенька, ну. Да. Ну когда ты уже заговоришь? Он учится, но с трудом. А Афиноген наш? А Феноген, вот. А Евлампий? Евлампий, вот Евлампий. Я так думаю, почаще с ним заниматься. С Евлампием. Да, потому как он Да. более подает надежду. Это Всё-таки Родригес. Слабенько, да? Слабоват. Слабоват, ну надо подтянуть, я так думаю. Ну, подтянем. Вводня Аркадий заговорил. Да вы что? Заговорил Аркадий. Да вы что? Да, вообще, просто говорит и без умолку просто беседует. Да. Да, вот слышите? Так близко не надо, он может испугаться. Слышите, он будет? Сергей Николаевич. Ага. Не то мое солнышко. Заговорил, видите? Итак, вот что важно знать, чтобы понимать, что такое постгипнотическая программа. Постгипнотическая программа задается гипнотику тогда, когда он находится в глубоком гипнотическом трансе. Важно понять. Еще раз. Программа задается в тот момент, когда гипнотик находится в глубоком гипнотическом состоянии. После того, как программа задана, я вывожу человека из гипнотического транса и сразу же активизируется постгипнотическая программа. При этом помните, человек уже не в гипнозе. Он в своем обычном бодрствующем состоянии сознания. Просто он ведет себя в рамках заданной постгипнотической программы.
И самое важное, гипнотик после того, как он вышел из транса, не помнит, что минуту назад гипнотизер, то есть я, задавал ему какую-то программу. Гипнотику кажется, что это его личное желание сделать то или иное действие. Итак, друзья, теперь вы будете знать, что такое постгипнотическая программа, как она задается и как она выполняется. Наверняка кто-то из зрителей скажет, что, дескать, это все шоу и в жизни такого не бывает. Однако это не так. Все это очень даже относится к нашей обычной повседневной жизни. Именно так вам инсталируют различные программы, которые вы потом воспринимаете как собственные мысли и собственные убеждения. С раннего детства, когда ребенок не в состоянии критически оценивать информацию, которая ежедневно внедряется в его голову родителями, воспитателями детских садов, сверстниками во дворе, учителями школ и так далее. По сути, все, что попадает в голову ребенка, так или иначе является постгипнотическими программами. Так вы получаете свои убеждения, свои модели поведения, свои реакции, свое представление о тех или иных вещах, событиях и фактах. Так формируется ваша парадигма, ваша мораль и ценности, ваше отношение к миру. Самое важное, что я хочу донести. Гипнотик не помнит, что ему была внедрена постгипнотическая программа. Он воспринимает эту программу как личное, собственное убеждение, и переубедить его в обратном невозможно. Также гипнотик не осознает, что он находится в гипнозе или находился в гипнозе. Точно так же и вы чаще всего не осознаете моменты, когда находитесь в состоянии так называемой импринтной уязвимости, и не осознаете, что вам внедрили постгипнотическую программу. И гипнотику, и вам кажется, что это ваше личное убеждение. Ему кажется, что с этим убеждением он живет всю свою жизнь. Разубедить его в этом невозможно, потому что это постгипнотическая программа, которая внедряется в голову ежедневно. Вы меня спросите, насколько долго будет действовать такая постгипнотическая программа? Насколько Сергей Поздняков долго будет ощущать себя подполковником МЧС? Или не бояться пауков? Все зависит от глубины гипнотического транса и частоты внушений. Если состояние глубокое, и если человеку хотя бы в течение недели задавать одну и ту же постгипнотическую программу, уже через неделю у него сформируется новая черта, новое отношение, новое представление и новое поведение. Именно на этом принципе и работает психотерапевтический гипноз. Надеюсь, теперь вы понимаете, что если через телевизор или через радио ежедневно в течение долгого времени внедрять какое-нибудь искаженное представление о чем-либо, то вскоре у большинства зрителей сформируется твердое собственное убеждение, которое может быть абсолютно не соответствовать действительности. И главное, разубедить человека практически невозможно, потому что это постгипнотическая программа. Это свойство человеческой психики, присущее каждому жителю планеты Земля. Фактически пропаганда – это инсталлирование постгипнотических программ или формирование новых убеждений, взглядов и ценностей. Убеждения большинства – это не что иное, как наборы постгипнотических программ. Постгипнотические программы внедряются политиками, религиозными деятелями, сектантами всех мастей, рекламщиками или маркетологами. От этого нет никакой защиты, кроме осознанности.
Разумеется, у телевизора ежедневно не сидят люди в 30-й стадии гипноза, но в этом и нет необходимости. Здесь всего лишь важна регулярность. Достаточно просто расслабленно ежедневно смотреть телевизор, чтобы у большинства зрителей постгипнотические программы превратились в ваши новые убеждения и взгляды. Все это свойства нашей психики. Подумайте об этом. На сегодня все. С вами был Дмитрий Домбровский. До встречи.